Ребята, всем привет, с вами Падшер, это игра Midwars Puzzles. Сегодня у нас будет обзор на одного из героев ивента «Драгоценная жила». Вот это последний герой, который сегодня у нас как типа специальный, да, легендарный герой драгоценной жилы. В общем, это Штайн. Вот. Несмотря на то, что его здесь перевели как Штейн, я, с вашего позволения, буду его называть все-таки на немецкий манер Штайн, камень, то бишь. Вот. И я этого героя поймал. Да, уже обкатал его, насколько вообще смог, поэтому сейчас быстренько пройдемся по его особенностям и характеристикам, вот, скажем так, в оригинальной версии, и потом пару рейдов сделаем. Вот у меня есть, если что, чуть-чуть подкачал его уже. Сделаем пару рейдов, просто покажу вам, как он работает, и потом подведем итог небольшой. Итак, Штайн — это пятерочка красная, которая мне на самом деле очень нужна была. У меня совершенно не хватает хороших таких шотеров, желательно в 3 лица. Вот. У него нормальная такая сила 830 просто со старта, без эмок. Это значит, что там со всеми эмками и эволюциями там походу далеко за 1000 будет его сила, но это не суть. Значит, у него класс паладин, обид искупления. Честно говоря, для него абсолютно бесполезный класс. Такое чувство, что просто пришили, лишь бы было, потому что сумрачный ловчий или, естественно, кавалер здесь было бы намного круче. А так, ну, накинет он там на себя щиточек. В общем, такое. Бесполезно, честно говоря. Опять-таки, это герой из семьи Драгоценный Авангард. Особенность этих героев в том, что за каждого героя этой семьи есть там определенный шанс от 40 там, до 65% создать на поле камень этот драгоценный, опять-таки, той стихии, которая у вас герой есть и используется. Ну, камень может создаться только если вы используете ультимейт. Камни будут на поле 5 ходов. Их нужно собрать в комбинацию, эти камешки. И если мы их соберем, то мы получаем определенный баф, благословение. Это как у Латессы. Там есть 3 вида благословения. Ну, я думаю, вы это так все знаете, но уж ладно, договорю. Есть, если вкратце, благословение на дополнительный урон, 400% урона в цель. Есть отхил на 15% всем союзникам и снятие всех какашек с наших союзников. И конкретно как у этого чувака, у Штайна, это типа камень, ну, викинг, типа ослабляющий камень, да, который уменьшает ману случайной цели на 15%. То есть, типа как эти гроза, да, молния у Латески, которая снимает манку, но Латеса еще и замедляет потом по набору маны. Это так не делает. И самое интересное у этой семьи это то, что, проходя ивент с этими героями, вы получаете там на 1-2 хода увеличенный индикатор на набор взрыва. Ну, кто проходил, тот понимает. Короче, нас всячески мотивирует донатить, покупать вот этих героев из этой семьи и проходить ивент именно ими. Ну, это такое. Дальше. Пассивочка есть. Усиление эффекта от ослабляющего камня. Эффект, который накладывает бафчик, который получает Штайн от своего благословения. Это срез маны. Он увеличивается до 20%. Он увеличивается не на 20%, а до 20%. То есть мы понимаем, изначально он срезает 15% маны, конкретно Штайн срезает 20%. То есть там увеличения нет до 35%. По крайней мере визуально. Ну и поехали дальше. Поехали по статам.
чисто шотер, там 804 с базовой атаки, тут все понятно. В эмблемы будем качать, конечно же, атаку и хитпоинты. Что мы делаем? Значит, мы делаем ультимейт «Жизнь после смерти». Название ради названия, там Die Hard, по-моему, или как-то так оно называется. Более красиво в англоязычной версии. Скорость маны средняя. Превращаем сначала одну случайную красную руну, вот этот вот ослабляющий камень. Наносим цели 420% урона и наносим еще двоим по плечам, по бокам урон уменьшенный, половинчатый. Цели ближайшие враги получают минус 50% к отхилу на 4 хода. В течение 4 ходов, если союзник получает благословение камня, то рандомный враг, здесь реально рандомный, будет подавлен на 3 хода. И опять-таки этот бафчик может заюзаться только раз за ход. То есть одним героем, ну, на самом деле его сложно будет заюзать дважды за ход, в теории даже. И последнее, что делает Штайн, это дает баф на 35% к урону от ультимейтов на 4 хода всем своим союзникам. В общем, честно говоря, я когда сначала увидел этого героя, что я его поймал, обрадовался. Ну, красный шотер как-никак по троим. То, что мне надо в связку, там, миномет, Аматерасу, Штайн. Потом я увидел, что он средний, немножко расстроился. Все-таки загнать его на эволюцию или дождаться его прорыва лимита, это, не знаю, скорее всего, уже мои дети будут этим заниматься или внуки. Поэтому немножко я осадился. Да и почитав потом, вникнув, поиграв им, я понял, что ну, далеко не все однозначно на самом деле. Ну, короче, это шотер, который блочит отхил. И потом еще накладывают на себя прикольные бафики, которые могут блочить наших соперников. Посмотрим сейчас, как это работает, потом уже сделаем итоги. Ну, предварительно, как мне показалось, то, что ну, напихали в него всего понемножку. Вот реально, всего понемножку, и такой винегрет сделали. 5300, ну, пойдет. Учитывая, что у меня герой даже еще не на фулл 3 лычке, я, наверное, вот на такую команду сейчас схожу, просто показать, как он работает. Значит, ему нужно 9 камней, ребят. 9 камней. Это, как вы понимаете, в современных реалиях сейчас невероятно много. Вот. Ну ничего, сейчас мы соберем, продемонстрируем в этом тапке просто, как работает, собственно, его ультимейт. Если выживем, конечно. Вот, зарядились. Давайте в медузу разультимся. Давайте раз, два. Главное, чтобы не убили ее. Слушайте, ну, может, кстати, и убьем. Ну, это не важно. На самом деле, удары будет по троим, как и ожидается. Вот, хорошо. Наложил он минус к отхилу. Это хорошо. В принципе, в теории, если там когда-то он пойдет на 4-ю эволюцию и когда-то на него будет прорыв, он станет 6-камневой, его можно будет даже где-то использовать против кукульканов, но это настолько далекая перспектива, что просто нереально. Поэтому, плюс к тому же, этот блок отхила, он очень легко снимается, как и все его дебафы. Точно так же, как и все его бафы, очень легко воруются. Вот. Наложил он на себя, как вы видите, бафчик на урон культе. И получили все наши герои такие вот, видите, символы немоты. Это значит, что если мы соберем вот этот камень сейчас, а это отдельная задачка со звездочкой, его собрать за 5 ходов, то рандомный герой из вражеских, он как раз таки заблокируется, получит немоту на 3 хода. Ой, ну я даже не знаю, ну давайте попробуем что-то здесь подогнать. На самом деле это достаточно сложно, но вот мне сейчас повезло. Повезло, сейчас мы соберем эти 3 камешки. Иногда бывает на самом деле, что у него срабатывает бонус семьи и 40% шанс срабатывать. Он создает еще один камень, причем там, ну, рандомного цвета. И нужно понимать, что те камни, которые создает сам Штайн, они всегда с благословением на снятие маны.
бафы, благословения, которые могут создаться с рандомных других камней, они могут быть любые. И там может выпасть, конечно же, и отхильчик, и урон плюс 400%. И это уже прикольно. Так, мониторим сейчас, на кого упадет немота. Упала немота на нашего бойца Асуру. Здесь, кстати, указано, что у него там немоту нельзя типа направить, а вот на него теперь появился бафчик, на нем благословение вот этого, и благословение будет срабатывать на того, на кого мы наведемся, соответственно. Ну, тоже это работает, да, это правда. Сейчас нам в идеале зарядить бы еще раз, потому что мы под бафом на увеличение ульты. Но вот проблема как раз таки заключается в том, что зарядить его это очень тяжело, потому что 9 камней. Я именно в такую команду специально взял Седну, потому что она, пока он самый слабенький, будет бафать именно его. Вот, ну, сейчас слетел баф уже. Как-то не странно. Давайте мы разультуемся просто Штайном. Вот, сейчас соберем еще 3 камешка, получим баф. Возможно, сумеем подзарядиться там. Да, я думаю, мы сейчас подзарядимся. И под усилением ульты. Кстати, благословение падает при сборке камней именно на того персонажа, у которого больше всего маны на данный ход. Если у вас несколько персонажей одного цвета. Ну и, собственно, давайте бафнемся раз, бафнемся два. Чуть сильнее он пробивает. Ну, короче, у него есть потенциал на то, чтобы бить больно. Именно вот в такой связке. Но это нужно выбирать команды обороны, которые плюс-минус пассивные и которые дадут нам возможность зарядиться. Я вот, наверное, вот плюс-минус такой командой и буду тестить его на войнах. Потому что без Седны здесь очень тяжело. И без бафа на атаку тоже очень тяжело. А если мы будем идти против Данте, а идти против Данте на самом деле смысла особого нет. Потому что Данте будет воровать у нас абсолютно все, что только можно. Как и Кахиндо, кстати. Вот против Данте, если будут идти, то скорее всего нужно будет что-то другое там еще подбирать. Мауи какого-то, да. Я хочу в центре Данте, чтобы вам... Опа-на, хорошо. Ну, кстати, 5к. Ну, ладно, на самом деле это даже неплохо, что 5к чувак, потому что с 1500 хп меня очень быстро будут разбирать. Давайте просто будем сейчас прокидываться. Когда зарядимся, тогда зарядимся. Сама цель показать здесь, что все бафы от Штайна, они отлично воруются. Что очень-очень интересно, кстати, один такой момент, который я так для себя еще и не смог решить, как он работает, это то, что своровав немоту, любой вражеский герой, он ее, походу, не сможет наложить. Тот, который герой в команде обороны. Почему не сможет сложить? Потому что он не сможет физически собрать комбинацию из 3 камней, которая, собственно говоря, будет сейчас. Ну вот, что там, не подзарядился, да? Ладно, давай, вот так вот. Ты подзарядишься, я не буду ждать, пока там Седна разрядится. Так, и поехали. Сейчас разлетимся. Да давайте, здесь вообще на самом деле разницы нет никакой, куда ультить. Это просто для того, чтобы показать, как это все будет работать. Так, и поехали. О, видите, кстати, у нас зелененький камешек собрался. И это круто, мы сейчас сможем его собрать и потом Кахинду отхилиться. Давайте, наверное, так и поступим сначала. Хоп. На нас есть бафчик, видите, с аптечкой, с крестиком, которые могут сейчас очень легко своровать, кстати. И вот такой баф, такое благословение использовать враги могут. Очень даже легко. Слава богу, они не своровали. Я это забрал. Вот. Причем Кахинда заблокировала Моргану. Как видите, это хорошо. Ну и теперь остается нам что делать? Вот, наворовали вражеские бойцы немоту потенциальную. Но, опять-таки, прикол в том, что как они ее смогут реализовать...
совершенно непонятно, потому что команда обороны, походу, она не предназначена для того, чтобы это все использовать. Ну и плюс проблема в том, что я сейчас не могу этот камень собрать, чтобы показать, как это будет дальше еще работать. Если подойдет какой-то красный еще вот сейчас, то будет хорошо. Но ни хрена пока не подошло, и я так понимаю, что здесь у меня, ну, физически уже нет возможности. Ну, разве вот так еще что-то там выскочит. Вот, дают мне последний шанс, чтобы собрать камень и замедлить кому-то набор маны. Ничего себе. Какая анимация прикольная. Все, собираем камешек. Хоп. Есть. Благословение попало на миномета, потому что у него больше всего было маны. И что? И что? Вражеские бойцы его использовать не могут. Да и все. И кто-то у меня еще замедлил ману. Вот навесили на меня минус к урону, минус к получаемому лечению Моргана. И типа... Короче. Как обычный простой вывод, против Данте, если идти, то идти, ну, скорее всего, в компании Маририт. Это, в принципе, распространяется на любой из наших тапков, в которых у нас есть непосредственно кучу баферов, потому что баферы использовать можно, только предварительно сняв всех вражеских миньончиков. Давайте подведем итоги. Интересный герой. У него абсолютно ненужный класс для этого героя. У него абсолютно не подходящий для него эффект от семьи. Кстати, я не показал, по-моему, как манка подрезается. Ну, там не суть. В общем, 20% она срезается, да и все. У этого героя напичкано много всего разного в его ультимейте. Большая половина из этого элементарно клинерами снимается. Большая половина из этого элементарно Данте, Кахинда, Ганешей воруется. И любыми другими героями, там, Мелия, Мауи, это все легко воруется. Вопрос в том, что там не все аспекты могут потом использоваться вражескими командами. Например, вот эта немота, она не сможет использоваться. По крайней мере, я вот за вторые сутки его использования, я так ни разу не заметил, чтобы враг как-то на меня эту немоту смог накинуть. И бафает атаку в идеале, конечно, это герой, который должен ультить вторым перед основным шотером, но кем ультить? Ну, это нужно играть уже 4 одноцветных героя или играть там радугой. Но, ребята, радуга и средняя скорость набора маны — это вещи несовместимые сейчас. И вообще, давайте подведем все-таки итог, потому что уже долго мы видос это делаем. Это герой прикольный, который вышел не в свое время. Он сейчас просто никому не нужен. Я ему порадовался, а потом пораскинул мозгами, я понял, что этот чувак, если бы он вышел 2 года назад, это был бы прям топ, супер топ, там чуть ли не имба из шотеров. А сейчас в современной мете он невероятно медленный, без баферов на скорость набора маны он вообще не играется. Под него нужно хороших бронерезов, хороших баферов, чтобы он смог убивать. И в мете Данте он опять-таки себя и сможет показывать только если мы будем использовать Маририт для ликвидации вражеских миньонов, ну или там Кахинда, да. Поэтому, ну, честно, это вот 6 из 10, наверное. Сам по себе, вроде по совокупности там всяких факторов, он вроде как и прикольный, но это, блин, извините, мертворожденный герой, который вышел явно не тогда, когда он должен был выйти. Сейчас он просто не нужен. Если на него сделают когда-то прорыв, то да, он там понемножечку чуть-чуть заиграет. Но в 9 камней, ребята, играть сейчас это, ну,
короче, это неинтересно. Поэтому вот так, да, 6 из 10 я ему ставлю. Но я его в любом случае докачаю. В любом случае я его на войнах буду использовать, наверное, там так чисто пофаниться. Все-таки по совокупности факторов у него прикольные механики и прикольная механика с вот этими камнями. Там все-таки благословение есть шанс навесить и не только ослабевающий этот камень, но и отхил и урончик в 400%. Это прикольно. Поэтому, кто его поймал, в любом случае прокачать его стоит, играть им стоит. Но если вы high-level игрок, то вы понимаете, что это не 6 камней и даже не 7 камней для заряда, а, ну, короче, это не наш выбор. Поэтому, еще раз, 6 из 10, но кто его поймал, поздравляю, там 0,3% шанс, это, это прикольно. Вот, на этом все. Это был обзор на Штайна. И надеюсь, вам понравилось. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.